Привет. Мой канал называется Жуткий кролик, и я очень давно делаю страшные истории. Тексты для канала я перевожу или пишу самостоятельно, так что на моем канале много уникальных историй. Если еще не слышали обо мне, заходите. Ну, если слышали, тоже, в принципе, можете зайти. Не, ну а чё, почему бы и нет? Внизу ссылка на мое новое видео. Если честно, я сам не видел, но уверен, она там. Ну, в общем, еще увидимся. Пока. Захар Лыков, лениво почесывая свою редкую бороденку, сидел на лавке и смотрел, как жена его ловко орудует скалкой. «Чего буркалы выпучил? Чай не слышишь? Опять поберушки по улице шляются, всех собак уже подняли. На-ка вынеси, да отправь от ворот попрошаек подальше, на всю голь не напасешься». Тонкий подсохший хлебец лег в ладони Захару, и дородная баба вытолкнула мужа в сени, пропахшие соломой да кислыми щами. На улице слышался неистовый лай собак да заунывная протяжная песня на один мотив. 7 кесарей, пошли поклониться Спасателю. Подайте, отцы родные, милостыньку во имя Христова, милостыньку и щедрых рук да от доброго сердца. Окинув взглядом двух тощих оборванных старух, топтавшихся около покосившегося плетня, Захар молча протянул подаяние и уже было повернулся спиной к прохожим поберушкам. «А что ж, за копеечку, мил человек? Пойди, закрома полны, да деньга водится, а коркой сухой одариваешь. Не бери грех на душу, мил человек, подай и копеечку». Дребезжащий старучий голос будто насмехался, намекая на то, что знает тайну Захарову. Тайну, что спать по ночам не давала, давя на сердце пудовой тяжестью. Тайну, что в вине не утопишь и в церкви не отмолишь. Тайну кровью невинной омытую, кровью, пущенную за несколько монет да жбан кислого вина. Вот какова цена человеческой жизни. Самому Ерофею Корявому обещали унести эту тайну в могилу, а тут нищенки деньги требуют, щерясь беззубыми ртами. Хотел Захар скрутить внушительный кукиш, доткнуть его в рожи немытые, погнать непрошенных прочь от двора, а услышал позвякивание, будто рядом кто-то монеткой звонкой сыплет. «Чего это?» Оторопевший Захар повернулся на завораживающий звук. Одна из старух разжала маленький кулачок, и в глаза мужику ударил ослепительный блеск. «А что, Захарушка, и мы, человече, в нужде не оставим. За хлебную крошку по монете хороша цена. Смотри, не продешеви». Вторая старушонка сняла свою котомку, вытащив оттуда пригоршню монет и кинула ее в сторону Захара. Они взмыли в воздух и упали к ногам мужика, закатываясь под плетень, прячась среди густой травы. Продешевел Захар за каждую крошечку по монете, а за душу загубленную можно было из самородочек выпросить. Обезумевший от жадности Захар опустился на четвереньки и стал рыться у плетня, как откормленный боров, загребая и пряча за пазуху желтые кругляши вместе с землей, травой и навозом. «За каждую крошечку, — повторял он неистово, впиваясь пальцами в рыхлую землю. Старухи застыли выжидающе, насмешливо глядя на мужика. Захар бросился в избу, повторяя на ходу: «За каждую крошечку, за каждую крошечку! Каравай давай!» Заорал он на жену, развязывая узорчатую тесьму, подпоясавшую рубаху. По избе пошел нехороший дух, а Захар, оттопырив свою одежонку, удивленно искал что-то за пазухой.
Где? Где?» Округлившиеся глаза блуждали по сторонам, а руки шарили по телу. «Чего? Где?» Толстая баба сморщила нос и брезгливо смотрела на мужа. «Деньги где? Ой, больно, ай, больно!» Застонал Захар, пытаясь разорвать на груди рубаху. Льняная ткань не поддалась, обхватив тело крепким панцирем. Под этим панцирем что-то раздувалось, завозилось, запищало. Захар упал на колени, выпучив глаза, заскреб брюхо, заелозил по чисто выскобленным половицам, хватая ртом воздух. Что-то кусалось, рвало и выгрызало в живую плоть. По рубахе и порткам потекли тоненькие струйки, оставляя на полу кровяные следы. Захар катался по полу, сшибая лавки, горшки и ухваты. Выл по-волчьи, сучил ногами, рвал рубаху, погружаясь руками в бурое месиво собственного брюха. Испуганная баба вжалась в стену, крестясь и бормоча молитву, в то время как мужик истошно вопил, давясь кровяными сгустками. В комнате стояла вонь разделанных внутренностей и дерьма. Жилы на шее Захара вздулись, тело дернулось последний раз и обмякло бесформенным мешком, из которого что-то пыталось выбраться. Из прорехи показалась морда, оскалившаяся десятками острых зубов. Слизкий нетопырь вывалился из мясистой дыры, в которой копошились десятки таких тварей, разрывающих нутро изнутри. Баба заголосила, завизжала и повалилась на пол, трясясь в исступленном страхе. Копошащаяся масса оставила жертву, взвилась к потолку и с громким писком и шелестом исчезла в проеме двери. На полу в багровой луже осталось распростертое тело, показывая раскромсанные ломти красноватого мяса и тошнотворную жижу, наполнявшую опорожненное брюхо. Ошалело голосила баба, зыркая вокруг безумными глазами. Собаки на улице выли под удаляющееся протяжное «Подайте, отцы родные, милостыньку, милостыньку и щедрых рук, да от доброго сердца». Игнашка Тюхин продрал глаза в кромешной тьме и пошарил рукой вокруг, пытаясь вспомнить, куда его занесло на сей раз. Откуда-то донеслось тихое блеяние, пахло навозом и парным молоком. По духам слышалось чье-то шумное дыхание, а под грузным телом зашуршало сухое ароматное сено. В хлеву закрыли черти, видно, чудил знатно, подумал Игнат, с трудом перекатываясь на карачки. Рука попала в мягкую, теплую и липкую лепешку. Фу ты, анафема! Ну не мордой, и ладно. Продолжил ползти мужик, соображая, что рядом должна быть дверь. Хотелось до ветру, сухой разбухший язык прилип к небу, а внутренности скручивались мучительными спазмами. Скрипнули петли, и дверь хлева распахнулась, выпуская мужика навстречу прохладе занимающейся зари. Игнат шумно вздохнул, поднялся и нетвердым шагом направился к корыту, что стояло в углу двора. Здесь всегда была вода, скотину напоить, и так по мелочи. Едва трясущиеся пальцы коснулись живительной влаги, как совсем рядом раздался насмешливый девичий голос. «А чего водицу-то, Игнат Тимофеевич? Да еще из-под хозяйству. Может, винца сладкого, али крепкой браги? Жбан за копеечку, невысока цена». Две девки стояли у самого края корыта и заливались смехом, как серебряные бубенчики. Сами в расшитых льняных рубахах, в цветастых сарафанах, а у обеих косы на высокие груди перекинуты, а в косах ленты, у одной алая, у другой синяя.
В глазах бесенята прыгают, а переливчатый смех окатывает то жаром, то холодом, заставляя мужика гусиной кожей покрываться. Игнат приосанился, обтер рукавом губы, провел пятерней по бороде, вытаскивая застрявшие сухие стебельки до травинки. И откель такие красавицы на его дворе-то. А одна из девок руку тянет, а в руке кувшин. Ясное дело, не с молоком. Да чего ж не испить, Игнат Тимофеевич, и цена-то совсем копеечка. Для таких красавиц и руб не жалко. Потянулся мужик к кувшину. Схватил, опрокинул, заливая рубаху и лицо, причмокивая от удовольствия и чувствуя, как разливается вино по жилам. Выдул одним махом весь кувшин за раз, а другая девка опять кувшин тянет. Уже голова тяжела, раздувшееся брюхо больно разрывает, а рука, сжимающая горлышко кувшина, будто одеревенела, не слушается. Неиссякаемым ручьем вино льется, не дает воздуха сделать, а мочи остановиться нет. Поперхнулся Игнат, закашлялся, да бултыхнулся в корыто с водою, окатив брызгами смеющихся девок. Какая там вода? Корыто до краев хмельной брагой наполнено. Сила неведомая вниз тянет, заставляя хлебать и захлебываться дурманящим пойлом. За жбан копеечку, а за убиенного мог и бочонок выпросить. Продешевил Игнат Тимофеевич, твердил тонкий девичий голосок, а другой вторил ему грустным напевом. Ах, расступися, мать сырая земля, поглоти меня несчастного, с моей тайной темною, с моей душою черною. Бесцветные застывшие глаза пялились на домочадцев из почерневшего корыта, а раздувшийся живот выпирал над мутной водой безобразной, студенистой массой, готовой вот-вот лопнуть и расползтись по корыту скользкими петлями водянистых внутренностей. Выла, царапала грудь рябая баба, хлюпали носом двое мальчишек, цепляясь за материнский подол. Избенка бобылки Глафиры стояла у самой околицы, бросалась в глаза она своей старостью и ветхостью. Один бок ее сгнил почти дотла, отчего избушка накренилась и осела на одну сторону. Черные пучки свалявшейся соломы, когда-то покрывшие кровлю, сползли вниз и готовы были вот-вот рассыпаться мелкой трухой. Со всех сторон неприглядное строение подпирали сучковатые колья, не давая ему развалиться по бревнышкам. Единственное маленькое оконце у самой земли, а за место трубы прокопченный щербатый горшок без дна. Ютилась здесь Глафира с двумя девками-погодками. Мужик ее Гордей, вот уже год как в бега подался. Пустил красного петуха на подворье самого Ерофея Корявого, припомнив тому плеть не раз гулящую по торчащим ребрам. Припомнил и поруганную мужскую честь. Глафира в девках хороша с собой была, а Ерофей Корявый, так в народе его прозвали, больно падок на женские прелести. То девку в углу зажмет да облапает, то из нее несговорчивость вышибет тычками да тяжелой работой. Глафира уже в церкви венчана, да мужнина жена. А пес старый не унимается, все норовит грудью, выпирающей из рубахи, коснуться, да за круглый зад ущипнуть. Муж Глафиру вожжами не раз охаживал, понимая в душе, что птаха она подневольная, а бабу все же учить надо, чтобы не опаскудила. На селе Ерофей человек самого большого достатку. Лавку свою имеет, с мужиков в 3 шкуры дерет. Глафира с мужем у него в работниках. На его дворе мужик и увидел, как хозяйка пятерня под цветастый подол полезла.
Глафира в тот час крыльцо песком скребла и загнулась, выставив пятки до бабий тыл. Сердце не камень, вскипело, глядя на все это непотребство. Под горячую руку самого Ерофея огрел. А нехрен подол чужой бабы заглядывать, Ерофей не царских кровей, переживет. Где простому мужику знать, что богатей не только с лица корявый, а и душонка у него темная, гнилью поросшая. Одно слово – нелюдь. Корявым Ерофея в народе не зря прозвали. Рожа его была вся шрамами покрыта, будто медведь в тайге драл. По одной щеке до самой губы тянулись 3 глубоких синюшних борозды, а другую вовсе кто-то до кости срезал, да на место приложил. Рана затянулась, мясо назад приросло. Только вот не дай Господь в неровен час такого встретить. Лицо на одну сторону стянуло, нос скособочило, губа задралась, обнажив огромный желтый зуб. Край левого века вниз опустился, полузакрыв глаз. Зато другой глядел настороженно и злобно. Темным человеком Ерофей слыл. С неясным прошлым, а про будущее никто не загадывал. Шептались, правда, что достаток его от нечистого, колдовским путем получен, что все клады перед ним открываются, потому как слова знает заветные. Ерофей про те слухи ведал, пусть болтает голь перекатная. Болтает да боится, в другом нужды нет. А слова заветные он правда знал, только не те, что клад открывают, а те, что на него печати накладывают, чтобы добро в чужие руки не далось. Прадед у него по той части был. Ерофей науку-то маленько вразумел. По молодости с отцом в тайге лес валил, на заимках спину гнул, золотой песок мыл, каменной слюною плевал. А добра нажил, на новые портки не хватит. Так и прибился к одной шайке, что промышляла грабежом мелких купчишек. И без душегубства, конечно, не обходилось. А этот промысел начало достатку и положил. 3-ю ночь спускается Ерофей в просторый Голбец. Здесь за пустой кадушкой схоронен у него горшок, доверху наполнен монетой, да всякими брякалками. При тусклом свете сальной свечи достает мужик кольца, серьги, бусы жемчужные, медальоны в золотой оправе. За каждой вещицей чья-то загубленная жизнь. Вот эти серьги у дородной купчихи вырвал из ушей вместе с мочками. Визжала купчиха, в ногах ползала, обещала отдать все, что есть, лишь бы в живых оставили. Полушалком цвистастым сапоги вытирала, кольца с перстов сдирала, а все одно топором по темени, да из дороги в чащу. Зверье схоронит, тайга не выдаст. А вот эти жемчуга барин, видно, своей крале вез. Только больно звонко бубенцы тренькали, за версту слышно было. И возницу, и барина в канаву придорожнюю, а жемчуг к сердцу поближе, в тряпицу засаленную. Среди добра блеснуло массивное золотое кольцо. Пламя свечи отразилось, заиграло в рубиновом камне. Больно дорого кольцо досталось. За него в пьяной драке с самым Авдеем Беспалым схлестнулся. У того на левой руке 3 пальцев не хватало. Молот был горяч, а Беспалому зачем кольцо? Авдей тогда ему щеку почти начисто срезал. Кровавый кусок на лоскуте кожи болтался, зубы в прореху вылезли. А ничего, выжил, заросло, как на собаке, и кольцо при нем. А Авдей покой под вывороченной корягой нашел. Поди и костей давно не осталось. Сверху где-то грохнуло, огонек свечи задрожал, поплыл, грозя вот-вот погаснуть. Ерофей испуганно подался всем телом вперед, закрывая горшок с добром. Зашнырял глазами по сторонам.
Голбец, место давно надежное, а завистников много кругом. Кто знает, чего удумают. Прадед всегда говорил, что добро хоронить надо с умом, в определенном месте, где человек не ходит. А еще надежней кладовика приставить, из людей умерщвленных. Да притом слова надо знать особенные, чтобы уж наверняка. Кладовик в чужие руки добро не отдаст, а коли заговор наложишь, то клад вовек никому кроме хозяина не откроется. Ерофей давно место присмотрел, в самом проклятом овраге, а Гордея, мужика Глафирского, сама судьба послала. Никто с молодости на Ерофея вожжи не поднимал, а тут голь перекатная замахивается, не своими руками кровь выпустит, пусть чужие на себя грех возьмут. А что, душа окропится, оно же людям не видно. Лежать костям Гордея рядом с добром нажитым, значит быть ему кладовиком посему. Больно много сегодня хозяин работы задал. Подводы смазать, мешки с ячменем да с рожью загрузить, пеньку подготовить да со скотного двора начать навоз вывозить. А сроку дал до вечера. Тут 3 здоровым мужикам не справиться, а уж тощему Гордею, что грудью слаб и подавно. Мешки пудовой тяжестью к земле давят, каждый шаг с трудом дается, а безудержанный кашель душит, хватая за горло цепкими пальцами. Ерофей совсем задавить решил, дух из тела работою вышибить. От устатка, едва дыша, волочил ноги домой уже за полночь. Пробирался мимо огородов до плетней, освещенных кроваво-красным диском луны. Где-то рядом тревожно ухнула-хрустнула ветка сухая. Пробежали и исчезли в темени крошечные синие огоньки. «Поди нечисть играет», – перекрестился Гордей, ускоряя шаг. Вот тут и вынырнули из кустов 2 фигуры, преграждая путь по узкой, еле видной тропинке. В одной из фигур узнал Гордей Игнашку Тюхова, человека отчаянного, вспыльчивого, первого же полиза Ерофеева. «Чего тебе?» – только и успел сказать, когда первый удар оглушил, выбил искры из глаз, пустив юшку из хрустнувшего носа. Кулаком отмахнуться попробовал, да рассек тот воздух, так и не достигнув цели. По ногам хлестнуло чем-то крепким, разлилась боль, опрокинула наземь, а удары все сыпались и сыпались со всех сторон. Били молча, тяжело сипя, стараясь смесить в кашу тощее нутро и впалую грудь. А мужик только стонал и подобрал под себя колени, защищая от ударов слабое тело. Рука, перебитая в локте, повисла плетью, рот наполнился кровью. Крикущий язык жгло и кололо осколками выбитых зубов. Как церковный набат пульсировал в голове, а сознание отказывалось покидать, а жизнь еще теплилась в изломанном, искалеченном теле. «Да кончай уже, будет обувку оббивать!» Просипело рядом и под ребра, будто осиновый кол загнали, выпуская темную пузырящуюся кровь. Огненный всплеск вспыхнул в последний раз и погас, унося шепот с кровавых губ «За что?». «Ерофей велел в проклятый овраг снести, что за погостом. Около белого камня прикопать, да сверху ветками завалить. Потом старую баню поджечь на его подворье для отвода глаз. А коли перекинется, все же погорим». «Не погорим, Ерофей голова, ему и думать, а с нас какой спрос? Знать не знаем, умом и не ведаем. Обещал не обидеть, деньжат отсыпать, вином сдобрить. А и с Гордеем рядом не положит, молчание дорого стоит. Не посмеют, верные люди даже корявому нужны. А нам монета звонкая нужна. Прикопай место, затопчи хорошо, а то вон, затекло как с борова».
Накинув припасенную дерюгу, подхватил Игнат Гордея убиенного и спустился с тропинки в туман, выходящий из сердца лесного. О проклятом овраге худая молва шла. Птица облетала его стороной, лесное зверье здесь не шастало, ни грибов, ни ягод. Деревца хилые, плешивые, в странном танце изогнутые. Дно оврага белыми камнями усеяно, а на пологом склоне то ли остатки непонятного сгнившего частокола, то ли пеньки от древних идолов, то ли просто игра природы, зловеще давящая на человеческий разум. Всяк сюда попавший чувствует тоску смертную и поглощающий страх, слышит речь непонятную, вздохи жалобные, ощущает чужое присутствие. Вязкая темнота боролась с лунным светом, то наступая со стороны проклятого оврага, то рассеиваясь в серебряном сумраке. Сгибаясь не столько от тяжести ноши, сколько от неудобства и устатка, Игнашка с Захаркой пробирались к указанному месту. До оврага рукой подать, а сердце уже сжимает железными тисками страха, в висках пульсирует боль, а ноги наливаются предательской тяжестью. От погоста отделилось молочное облако, поминутно меняющее свое очертание. Вот оно скачет резвым жеребчиком с тихим ржанием, а вот уже ползет, извиваясь и шипя, как испит из преисподней. Не жалуйся, Захар, это кладбищенский морок, попугает и отпустить. Ты его крестом осени, дрожащим голосом прошептал Игнат, щедро рисуя вокруг себя крестное знамение. Внутри облака что-то охнуло, и молочная муть распалась на сотни огоньков, заскользнувших обратно к погосту. Совсем рядом ухнул филин, налетел ветерок, принеся с собой запах мерзости и гниения. А во враге что-то дико захохотало, запищало, заулюлюкало на разные голоса. «Не пойду дальше, ни в жизнь не пойду!» Захара била мелкая дрожь, рубаха предательски взмокла. «Уговору такого не было, чтобы самим в проклятом овраге сгинуть. Хай Ерофей сам свой грех и прикапывает». Дерюга с замотанным телом тяжело плюхнулась на траву. «И чего ж, пихнем на дно и все». «А найдут?» «Скорее не найдут, сюда народ медовым пряником не заманишь, а найдут с нас какой спрос? Ерофею скажем, что засыпали, проверять поди не будет». Подтолкнув сверток к краю, Захар силой пихнул его ногой. Зашуршала трава, захрустели ветки, покатились по склону мелкие камушки, скрывая с глаз человеческий грех. А к утру на Ерофеевом подворье баня огнем занялась. Заметили вовремя, мужики бревна баграми растащили и водой залили. Так что урону от такого пожарища Ерофею на копейку. Боль нахлынула вновь, возвращая сознание в реальность, под ребрами пульсировало, чертыхалось, жгло. Жизнь теплилась, не хотела покидать изувеченное тело. Гордей с трудом разлепил опухшие веки, покрытые спекшейся кровянистой коркой. Провернув голову, осмотрелся. Огромный валун, выбеленный временем, куча белых камней, беспорядочно наваленных друг на друга. Рядом с валуном надломленный сгнивший столб. Основание столба вросло в землю, только черная щепа торчит. А сам полузасыпанный деревянный остров, некогда покрытый причудливой вязью, пялился сейчас на Гордея. Видать, и мне судьба сгнить, как этот идол языческий. Схоронить, как положено, будет некому. Обрекли убивцы поганые скатиться. Промелькнуло в умирающем сознании, в то время как багровая слеза скатилась из намалеванного выцвевшего глаза, изъеденной муравьями деревяшки. Не знал Гордей, не ведал, что лежит он на древнем капище,
что во славу богини судьбы Макоши было когда-то воздвигнуто. Пепелища до руины давно бурьяном поросли. Вчера сила животворящая и пробуждающая как жизни, сегодня деревяшка сгнившая. Вчера почитаемая, сегодня забытая. В миру забытая, в веках не исчезнувшая. Приносили когда-то сюда люди хлебные колосья и янтарный мед. Украшали деревянного идола цветами, просили изобилия и счастливой судьбы. Сейчас священное место в могильник превратили, мертвеца вон отправили. Только слезы его последние, крупнее зерна ячменного и слаще жертвенного меда оказались. Не имеет власти Макош над мертвыми, а вот судьбы живых пока в ее руках. К мертвому телу подступила земля, и скоро еле заметный могильный холмик вырос среди россыпи белых камней. Нечисти лесной Ерофей не боялся, в бороду посмеивался, дескать, сам по нечисти нечисти будет. Обозы на трактах проезжих в свое время грабил, купчишек под корягами хоронил, резал, лиходейничал, богомерзкие дела вершил. Чего он добро не схоронит, а мясом окаянным его не спужаешь, не лыком шит. От белесого камня отсчитал вправо 20 шагов, потом еще прямо 10. Уткнулся в ствол замшелого дерева. Мог бы и сразу сюда подойти, да сразу не положено. Долго махал заступом, ломая мелкий камень. Яму выкопал приличную, обнажив неизвестные желтые кости. Работа понравилась. Не один, 3 кувшина поместится. В темноте сверкнули глаза, послышался тонкий плач ребятенка и громкое чавканье, вселяющее суеверный ужас. Да Ерофей плюнул 3 раза через левое плечо и мысленно послал лешего к черту. Долго искал прикоп, оставленный Захаркой и Игнашкой. Последний раз на пожаре виделись. Игнат многозначительно кивнул головой, дескать, сделано все. А где это все, не сказал. Нашел вроде свежий холмик, заваленный ветками, набрал в приготовленный мешок земли с 4 углов, осторожно рассыпал землю до самого горшка, творя заклинание. Душа ушедшая, дух оставшийся. Дух оставшийся, тебя я беру. Через землю повинуйся мне. Сбереги, охрани, отведи. Заклинаю тебя болотами топкими, тропами древними, кривым деревом, туманом кошмарным, горой безымянной, душами тех, кто не рожден, речами проклятыми, словами тайными. Заклинаю охранную службою за 3 сердца горячих, за 3 буйных головушки. Да будет так. Все, дело сделано. Клад людям несколько раз в году открывается. На Пасху, Троицу, да Купалов день. Этот голыми руками и заступом не возьмешь, коли знать не будешь, на что слова наложены. Да к тому и охранник приставленный. Надежное место. Тонкие нити протянулись от большого валуна в ночной тиши, завязываясь причудливые узелки, и скользнули под камни, извиваясь речными ужами. В знойном мареве и облаках пыли потонули улицы, избенки до подворья. По деревне несся говор, собачья брехня, лошадиное ржание и густая матерная брань. У избенки Глафирной народ собрался. Загорелые бабы да мужики обступили Глафиру, вытянули шеи, глядят с опаской на разбушевавшуюся Ерофея. «Говори, где украла!» – кричал тот, тыча в лицо женщине кулак, зажатой в нем деньгой. «Господь с тобой, отец родимый, я поутру на крыльце нашла, вот туточки!» Вытерла Глафира захлюстанным подолом глаза и показала на сгнившие доски. «И много нашла?» «Да вот, только это, я ж сразу...»
Глафира захлюпала носом и оглядела притихших баб. Нехорошие дела в деревне с самого дня Святой Троицы творятся. Сначала Захар Лыков пузо разъявил, будто кто кишки изнутри сожрал. Баба его умом тронулась. То хохочет, то воет, то о деньгах каких-то твердит, то о зверях крылатых. Потом Игнат Тюхин в корыте утоп. В том корыте и цыпленок лапами до дна достанет. А тут мужик здоровенный, ложкой воды захлебнулся. А тут бабылки, у которой мужик год назад пропал, на крыльцо деньги кладут, не копейку, рубль серебряный. Первые два факта Ерофею на руку, хотя беспокойство гложет. Почему смерти страшнее Игнашки с Захаркой приняли, да еще и почитай разом. А вот рубль задел. Глафира баба темная, про добро захороненная несведущая. Про судьбу мужа своего в незнании живет. Откуда к ней деньга прибилась? Может, кто про клад признал? Про заклят наговоренный. А таких мыслей у Ерофея муть к самому горлу поднялась. На сердце заскребло, а по спине будто кто-то банным опарышем прошелся, шепча на ухо: «Проверь место потаенное». Версты две с гаком лишних отмотал. Вышел засветло, петляя и оглядываясь, не следит ли кто. Вот и погост. Одни кресты упали, другие покосились, третьи вытянулись в предвечерии, отливая свежим деревом. Мрет народ. Все здесь будем, мрачно подумал Ерофей, поворачивая к проклятому оврагу. Солнце еще земли не коснулось, когда был уже на месте. Отсчитал положенные шаги, постоял под замшелым деревом, принялся копать, не оглядываясь. Чего бояться, кладовик хозяина не тронет. «Дяденька, ты чуток влево возьми, там твой горшок зарыт». Заступ вывалился из дрожащих рук. У белесого валуна, прислонившись спинками, стояли две девчонки, годов эдак по 8. Обои конопатенькие, на щеках ямочки. Стоят и улыбаются. «Кто такие? Откеля здесь?» Делал шаг вперед Ерофей, замахиваясь заступом. «Я Доля, это не Доля, тутошние мы. Макош пряжу прядет, а мы в клубочки сматываем, да узелки вяжем. Дяденька, ты что ж, нас тоже порешить хочешь?» «Какие такие узелки? Кто такие, спрашиваю?» От белесого камня отделилось облако, наливаясь янтарным свечением. Заступ замер в руках Ерофея и осыпался ржавой пылью под трясущиеся ноги. «Не тебе, душегубу, замахиваться!» Из свечения проступил грозный лик женщины, увитый цветами и хлебными колосьями. На парчевой кичке жемчуга и яхонты, из кисейных рукавов спускается до самой земли ворохи золотых нитей. Это нити судеб людских, а узлы их земные деяния. По узлам и воздастся Ерофей. На твоей нити каждый узелок чья-то жизнь загубленная. Только сколько не вьется нить, а и ей конец будет. Страшный конец, Ерофей, ибо души расплаты требуют. Неведомая сила подняла Ерофея вверх на 3 сажени и швырнула на камни, давя чудовищной тяжестью. Из сгущающихся сумерек выступили тени, окружили распластавшегося мужика. Нет, не тени, мертвяки из могил восставшие, десятки загубленных душ, обреченные скитаться по свету. Убиенные, без молитвы, без покаяния, неоплаканные, неупокоенные. Обезглавленный мертвец цепился черными костяшками в волосы, выдирал, царапал и разрывал ноздри, размазывая по лицу Ерофея кровь. Пропахшие землей и тленом пальцы лезли в рот, пытались ухватить язык, выворачивали щеки и драли десны.
Подгребая под себя мусор и мелкие камни, подполз безногий мертвяк. Сквозь истлевшие лохмоты белели неровно отрубленные кости. Подполз и вцепился зубами в ноги Ерофея, отрывая куски живой плоти и урча от наслаждения. Бурая масса, кишащая могильными червями, склонилась над мужиком, и Ерофей узрел торчащий из черепа топор. Слизкая жижа пузырилась под ржавым лезвием и смердящими ручьями стекала на грудь Ерофея, шипя и расползаясь в разные стороны, как змеи. «Купчиха!» – закричал мужик, задергался, заголосил, пытаясь выскользнуть, сбросить тяжесть. Залитое кровью страшное лицо исказилось, налитые глаза выпучились, вылезая из глазниц. По дну оврага шуршало, перекатывалось, чавкало. Падаль приближалась, испуская глухие стоны, гнусавые хрипы и зловоние разложившихся тел. Истлевшие лохмотья могильным саваном болтались на развороченных ребрах. Черная грязь вывалилась из провалов глазниц и щерящихся ртов. «Пощади, пощади, всю отдам!» Дешево меришь, Ерофей. Они тоже о пощаде молили, откупались своими, а ты чужим, награбленным откупиться хочешь. По законам воздания тебя воздастся, не принесет тебе смерть облегчения, во веки веков охранять тебе кладезь свой проклятый. Врешь, не сможешь, я хозяин, я слова заветные накладывал. На 3 головы и 3 сердца, говоришь? Есть 3 головы, твоя, Игната да Захара. Догадываешься, откуда 3 сердца? Ерофей взвыл по-волчьи, заскреб землю пальцами. А Гордей? От твоей судьбы теперь он свободен. А того, чему ему предначертано по твоей вине, даже я изменить не в силах. Свет стал меркнуть. Вязкая темнота залила дно оврага, по которому прокатился душераздирающий, наполненный ужасом и болью крик. Непогода бушевала, грозя разнести по бревнышку ветхое строение. Глафира молча сидела около печки, косясь на лики святых, покрытых сажей и копотью. Под неровным светом лампадки намалеванные лица смотрели мрачно и грозно, будто упрекая и предупреждая о чем-то. Страшная ночь. Ветер выл в трубе, вторя тоскливому вою деревенских псов. В такую ночь сырая земля отпускает некрещенных младенцев. Их плач проникает в сердце матери, сжимает его кладбищенским холодом, навевает смертную тоску и печаль. В такую ночь висельники и утопленники восстают из своих могил, скребутся в оконца, просятся пустить за порог, вывалив синие разбухшие языки. На перекрестьях дорог и погоста стонут вурдалаки, подстерегая одинокого путника. Скитаются ни живые, ни мертвые в поисках сладкой кровушки. От таких мыслей баба задрожала, творя молитву святым угодникам. В конце кто-то поскребся, прошелся частой дробью по стене, постучал в хлипкую дверь. «Открывай, Глафира, муж воротился!» «Гордей!» От радости у Глафиры перехватило дыхание, она выскочила в сени, отодвинула охранный засов. Из дождливой темени появилась фигура, переступая за порог бедной избенки. Баба кинулась, обхватила шею руками, прижалась и опустила, замирая от ужаса. Мокрые лохмотья сползли вниз, обнажая кости, покрытые кусками истлевшей плоти. Крупные капли стекали по ребрам, проваливались внутрь и вытекали гнойным студнем из пустого нутра. Только нетронутое разложением лицо Гордея покрывала восковая бледность, а мертвые глаза
затянутые белой коркой, смотрели сквозь глафиру на угрюмые лики святых. Синие ниточки губ раскрылись, из провала рта посыпалась смердящая земля. Порыв ветра ворвался в раскрытую дверь, загасил жалкий огарок, накрыл лампадку влажным дыханием. Истошный надрывный крик вырвался в дождливую темень, смешался со злобленным воем псов и растворился в витрях бури, налетевшей со стороны проклятого оврага. Узел смерти не развяжешь, мертвому богатства не нужны. Ни к чему мирские хотения, у живого своя нить судьбы, а спрос будет по узлам и деяниям. Из тех нитей сплетается жизнь, от завязки рождения и до конца. Даже боги перед нею склоняются, как и все они подчиняются тем неведомым нитям Макоши. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.